Всем привет, или Савадикап, это не местные. И сейчас мы с вами находимся уже не на острове Пхукет. Да. Мы прилетели на остров Самуи. Наверняка при слове Самуи людям представляется райский остров, где снимают, не знаю, рекламу Баунти, какие-то потрясающие виды для рекламы вообще Таиланда. И сегодня мы разберемся, так ли это. Является ли Самуи тем самым райским островом? И есть ли здесь вообще на что посмотреть? Этот остров нас поразил с самых первых минут. Это аэропорт. Вообще шокированы были этим аэропортом. Ни разу такого не видели. Смотрите. А мы находимся сейчас в одном из самых необычных, наверное, аэропортов мира. Просто посмотрите на эту крышу, послушайте пение птиц, и это все аэропорт Самуи. Мы прилетели на остров. Всем доброго утра, дня, вечера, что у вас там, не знаю. Привет. У нас уже следующий день, и мы едем в одно классное место. Вот мы уезжаем с нашего отеля, с Самуи. А сейчас поедем, наверное, в самое популярное место на Самуи, которое просто поражает своей красотой, яркостью и необычными скульптурами. Поехали. Поехали. А едем мы на байке, который тоже успели снять здесь, на Самуи. Стоимость немного дороже, стоит он в сутки 400 бат. Мы приехали в храмовый комплекс Wat Phra Lay. Это излюбленное место всех туристов, путешественников и, конечно, самих тайцев. Невероятно красивый культурный объект на острове. Вы знаете, такого количества всевозможных сооружений, очень красивых, я еще никогда нигде не видел. Вот смотрите. Шикарнейший храм. Мы сейчас туда пойдем как раз. Здесь статуи, даже вот этот заборчик красивый. Вон там какие-то шпили, там какое-то тоже сооружение, какое-то ниши вот стоят. Здесь тоже огромнейший храм. Ну тут вот кошка в нише. И вот здесь под реконструкцией статуя многорукой Будды. Какой же храм без кошки, да? Это самый главный хранитель всех статуй. Ноль реакции. Она хорошо вписывается. Да. И даже по расцветке, да? Да, это девочка. Супер. Большая такая толстенькая. Попробуем зайти и посмотреть, что внутри. Здесь алтарь. Ну, конечно же, кошка. Уже другая кошка, да? Это же другая кошка. Угу. Все в золоте позолоченное. Золотые лепестки. Орнамент. Очень все красиво, очень все по-буддийски. Красиво, конечно. Здесь гид есть, можно гида взять, англоговорящего, расскажет вам все. А еще в этом храме все украшено китайской Погромче. мифологией. То есть посмотрите на стены, это все эпизоды из мифов. Ну что, мы вышли из храма, обойдем его с другой стороны, где вода. И там кто-то плещется. Сейчас посмотрим, кто же это. Черепашка. Вон там, видите, плавает черепашка. Вот. Где же он? О, черепашка. Ну, в воде она гораздо быстрее двигается, чем на суше. Недалеко от храма мы видим, что это за инсталляция, какое-то колесо. Да, прямо у входа в храм стоит инсталляция, возглавляет которую идущий монах. Дальше идут люди, которые крутят колесо. Всем известное колесо сансары. Круговорот. Я не знал. Рождения, смерти, кармы. Естественно, все буддисты хотят выйти из этого колеса, из перерождений и постичь нирвану. Хорошо, я все понимаю, а вот женщина с сотовым телефоном что делает здесь? Почему же все отлично? Ну это Nokia старая, я же вижу.
Она это куратор, я так понимаю, она идет и говорит, куда идти. Ну, видимо, да. Показывает, куда катить колесо сансары. А он И еще... мне еще очень нравится, что у храма всегда очень часто стоят якши. Это хранители храмов, это стражники храмов. Если посмотрите наш выпуск, кстати, классный выпуск, мы снимали в Бангкоке, храмы вообще просто потрясающие. Мы были в восторге от них, вот здесь будет ссылочка. Вот, посмотрите обязательно. Там вот этих якш очень много в разных вариациях. И там были просто около одного из храмов просто огромные, высоченные вот эти фигуры стражников. Но нас это впечатлило, я думаю, вас тоже. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Ну ведь красиво ведь, ну поставьте лайк, это же суперский прям вообще вид, прям очень все красочно, это в таком буддийском стиле. Очень ярко. Вообще, на самом деле, этот храмовый комплекс является новым. Построили его в 2004 году на пожертвования. Здесь большое количество скульптур и собрана мифология Таиланда, тайского народа и мифология Китая. Поэтому вы можете здесь найти, я думаю, даже знакомых персонажей. Мы идем смотреть дальше. Очень тяжело здесь находиться в плане жары. Посмотрите, я уже весь мокрый. Вот. Вот, везде. Это просто посмотрите на спину, покажи. Ну все, идем дальше. Идем, у нас ограниченное время. Ничего не ограничено, все, уходит. Ограниченное в моем сроке годности. Иначе я стухну здесь точно. Все, идем. Что только здесь нет. Много как-то на реконструкции, как-то все не очень привлекательно пока в плане посещения. Но зато очень много, что есть посмотреть. Да, вот здесь, казалось бы, простой алтарь, но очень красиво выполнен. Если в деталях рассматривать, очень интересно. А эта статуя называется Гуань-инь. Эта богиня переводится как «слышащая звуки мира». И к ней приходят просить о помощи, просить здоровья, семейного благополучия. То есть эта женщина, богиня считается также покровителем женственности. Но сегодня нам повезло, так скажем, и данная статуя покрыта вся лесами. Сейчас, видимо, производится реконструкция. Но вообще увидеть эту фигуру, хорошо, что она вообще открыта, что она не закрыта каким-то тентом. И это, конечно, такая очень красивая, необычная. Рук у нее, кстати, кому лень считать, 18. Это говорит о том, что она может делать одновременно очень много дел и вместе с этим помогать нам, просящим у нее помощи людям. Но вы знаете, каждым богам нужны помощники здесь, на земле. Они же не могут никак выразить. И поэтому все больше богов, я вот вижу, да, выбирать себе в помощники, как думаете, кого? Вот здесь лежит один. Привет. И там есть еще один. Вот. Он говорит, обращайтесь. Вот он, видите, пошел. Он говорит, что здесь есть свечки, вот он подсказывает. Вот здесь вы можете, вернее, палочки. Donation box, он говорит, здесь есть. Вот сюда, говорит, можно палочки положить, а вот тут можно меня погладить. Поэтому богиня Гуань-инь, мне кажется, выбрала себе просто потрясающего помощника. Мы все поняли, вы поняли? А, ребят, скажите мне, пожалуйста, у меня у одной, или мне кажется, у многих людей, но в России точно, а дома были раньше статуи Нецки, маленькие такие, я сейчас приложу фото, вот такие. Были у вас? Оказывается, Нецки это никто иной, как Happy Будда, а именно счастливый Будда или монах Хатей, как его называют. Это персонаж тайской, китайской мифологии. А еще самое главное, поверье, которое связано с этой статуей, в его животе живет изобилие и огромная жизненная сила. И вы знаете, вы можете ей поделиться. Но для этого надо всего лишь 300 раз потереть ему живот. 300 раз потереть живот 12-метровой статуи. Вы готовы?
Мне кажется, меня снимут оттуда, тут же, как я попробую туда залезть. Но, тем не менее, потерете 300 раз ему живот, будет вам изобилие, богатство, счастье, здоровье и все блага этого мира. Идем тереть. Какие здесь рыбы, вы посмотрите, это все самы. Видите? Это самы. Да. Вот это да. Смотри, они играются. Да. Только что покормили, кинули зернышки самам. Смотрите, сколько их много. Оказывается, мы видели только вершину айсберга. И они плывут дальше. А их здесь так много, вот смотрите. Я уверен, там еще в сотни раз их больше, но вот то, что здесь мы видим, здесь около, наверное, 50 самов, причем таких больших, усатых. И они все здесь. Они прям чуть ли не выпрыгивали из воды. Как говорится, новая фобия разблокирована. Представляете, куда-нибудь водоем залезаете и вот такое видите. Они вас щиплют. Это просто Вот они. А рядом с Happy Buddha, вернее, слева от него, расположился Ганеша. Ганеша – это божественное существо с головой слона и телом человека. Вообще, это бог мудрости, и покровительствует он торговцам и нам, путешественникам. А есть статуя гриба? Теперь есть. Теперь все его увидели. И вообще считается, что у нас быть счастливым путешествием, нам будет сопутствовать удача, если положить ему монетку в хобот. Ну как туда залезть? Как погладить брюхо 300 раз? Как залезть? Я не понимаю, что за сложности. Все, я полезла. Все-таки Аделина решила положить монетку. Короче, да, потому что в хобот ему положить, ну как бы я не буду забираться, мне кажется, меня выгонят отсюда. Отсюда я имею в виду из Таиланда вообще, в принципе. Поэтому мы просто положим монетки ему вот сюда. Все. Это тебе, Ганеша, чтобы нам сопутствовала удача. А это так работает, да? Конечно. Во что веришь, что и работает. Хорошо. Всегда так. В 15 минутах езды, даже в 10 минутах езды на байке от того храмового комплекса есть еще одно классное место. Это что такое? Это статуя Большой Будды. Не тот Биг Будда, который вы уже видели. Вот здесь вот сейчас будет ссылочка. Это Биг Будда Пхукет был. А здесь тоже есть свой Большой Будда уже на острове Самуи. Смотрите, какая красивая статуя. И это тот самый Большой Будда. Построен он, кстати, в далеком 1972 году. И имеет высоту 12 метров. Ну, внушительно. Самое главное, что мы сейчас сами стали свидетелем, здесь строго местные жители контролируют дресс-код. Говори сюда. И прошла девушка в шортах. Очень важно, так как это храмовый комплекс, здесь тоже есть правила одежды. И обязательно покрывайте плечи и покрывайте ноги. Да, люди ходят, некоторые девушки проходят в шортах, но с закрытыми плечами, кто-то с открытыми плечами. Но мы сами вот сейчас стали свидетелем, к сожалению, не успели заснять, как девушка там с голым пупком и открытыми плечами хотела пройти наверх. Просто местная жительница оббегала вокруг все, вот где пыталась спрятаться эта девушка, просто выгоняла ее на тайском, но ее оскорбила как человека верующего, как буддиста, то, что турист вообще вот прям одна прошла эта девушка мимо всех вот этих вот витрин. А выглядела она вот так, можно сказать. Только у нее еще был открыт пупок и были короткие шорты. И прям женщина ее выгоняла прям вот, ну, так сурово. Поэтому имейте в виду, это храм, одевайтесь соответствующе. А мы пойдем и посмотрим. Восхождение к Большому Будде начинается со ступенек. Сейчас очень жарко, градусов, наверное, 32, но очень душно и влажность зашкаливает. Поэтому вот мы опять все мокрые. И нам еще предстоит целая гора ступенек.
Как красивый дракошка. Дракон. Весь в стекляшках. Вот здесь монах повязывает специальный браслетик. И у Аделины теперь их целых 2. Это вот на Пхукете монах пхукетский, а это самуйский монах. Вообще. Да, на разные руки разные значения. На правую руку повязывают для того, чтобы притянуть что-то хорошее в свою жизнь, а на левую руку завязывают для того, чтобы избавиться от плохого. То есть притягиваем хорошее, избавляемся от плохого. Класс, и теперь мы поднимаемся к Большому Будде, чтобы получить максимальную дозу просветления. Сегодня мы с вами увидели большое количество статуй из мифологии Китая, Тая и, наверное, даже Японии. Ставьте лайк этому выпуску, если вам понравилось. С кем вы знакомы? Если вам знакомы какие-то герои, пишите в комментариях, делитесь, как вы с ними познакомились, откуда вы их узнали, например. И, может быть, кто-то поделится своей историей встречи с монахом. Нам было бы тоже очень интересно. У нас они исключительно из опыта завязывания сайсин. А мы продолжаем смотреть интересные места Самуи, открывать красивейшие места для вас. Поэтому идем дальше. Да, и подписывайтесь на канал, потому что очень много интересного материала будет супер интересно.